Всем привет! Очень давно меня терзают смутные сомнения насчет того, что живя в самой богатой стране мира с точки зрения наличия запасов полезных ископаемых, наше население нагло и беспардонно обманывают. Кто-то строит очередную яхту и виллу на Канарах, а кто-то что-то без соли доедает. Почему так? Ведь доходы от добычи полезных ископаемых могут изыматься у корпораций и распределяться среди населения. И думаю, каждый найдет им полезное применение. Нет, часть точно пропьют, это однозначно. Но большая часть пойдет на улучшение жизни нашего народа. Вот скажите, если бы вам каждый год на счет падало условно 100, 200, 300 тысяч рублей от продажи наших природных богатств, были бы вы против? Есть очень большая разница в положениях о недрах Конституции СССР и Российской Федерации. То есть РФ уже не соотносит богатство недр на своей территории с достоянием народа. Особенно умиляет словечко иной собственности, что можно трактовать как угодно и не противоречит понятию быть в иностранной собственности. По факту же наши недра принадлежат корпорациям, управляемым кучкой олигархов. Вы скажете, эти же корпорации платят налоги. И с этих налогов мы формируем бюджет, содержим армию, флот, предоставляем какой-то минимальный бесплатный уровень медицины и образования. С этих же налогов кормятся огромная армия чиновников и работники бюджетной отрасли. А сколько их бюджетных средств, прямо говоря, разворовываются определенной прослойкой лиц на нецелевое использование. Идет бесконечная борьба с коррупцией и громкие судебные процессы. Только вот а судьи кто? Толку от этого мало. Мы до сих пор не вырвались из статуса страны-колонии сырьевого придатка Запада, согласно глобальному распределению ролей стран на земном шаре. Несмотря на все разговоры про спрыгивание с нефтяной иглы, импортозамещение и прочие словесные изыски сильных мира сего. Кто-то скажет, и на первый взгляд обоснованно, что большая часть России находится в северных регионах. Добыча каждой тонны нефти кубического метра газа обходится очень дорого, и нет лишних средств, чтобы делиться с населением. То я сразу отвечу, что далее в видео я расскажу про Аляску и Норвегию, где добывается нефть. Обе страны находятся в очень суровых природных условиях, что не мешает их правительствам делиться с жителями рентой от добычи природных ресурсов. Есть целый ряд стран в мире, в которых граждане получают часть доходов от добычи и продажи природных ресурсов. В этих странах существует определенное правило, что природные ресурсы – это национальное достояние и, соответственно, каждый имеет право на получение части доходов от их реализации не только в виде социальных благ. Государство тратит доходы на улучшение условий жизни, но и в виде реальных выплат и прочих видов бонусов и поощрений. Начнем с Аляски. В 1976 году в Конституцию Аляски внесли поправку, согласно которой граждане получают право на доход от продажи нефти, добытой на территории штата. С этой целью создали перманентный фонд штата Аляски, куда перечисляют 25% от прибыли с продажи нефти. Эту сумму делят пополам, и 12,5% ежегодно распределяется между гражданами любого возраста. К примеру, в прошлом году каждый житель Аляски получил по $3284 из этого фонда. Следующая Норвегия. Тут сразу вспоминаются сказки нашего правительства и олигархов, как им тяжело добывать нефть-матушку из недр земных, и какова ее высокая себестоимость, что простому народу и денег не достается. В Норвегии уровень заботы над населением очень высок. Абсолютно каждый граждан страны имеет счет, куда поступают средства от реализации природных ресурсов. В среднем сумма составляет $4300 ежегодно. Ну а если вы планируете купить новый автомобиль, то самый выгодный способ – это зайти на автоспот.ру. Ведь только тут собраны все предложения на автомобили от официальных дилеров, причем указываются и скидки. Возьмем для примера китайские автомобили. Тут встречаются скидки от 50 до 100 тысяч рублей на покупку за наличные. Если в вашем городе таких скидок нет, посмотрите, к примеру, Питер. Там предложения очень хороши. И так по каждой марке и модели. Остается лишь выбрать машину и оставить заявку для бронирования. Заходите на автоспот, ссылка в описании.
Далее речь пойдет о Ливии образца до 2011 года. На какие блага могли рассчитывать граждане страны с Муаммаром Каддафи во главе? Ежегодно каждый гражданин получал сумму в $1000. Безработные получали $730 ежемесячно. Единоразовая выплата на рождение ребенка $7000. Пособие молодой семьи на жилье и свадьбу $64 тысячи. Однократная выплата при открытии собственного бизнеса $20 тысяч. Ко всем выплатам прибавьте комфортные условия кредитования, когда процент по ипотеке на жилье составлял 0%. Медицина и образование, даже за рубежом, полностью за счет государства. За покупку машины возвращалось до 50% стоимости, а литр бензина стоил 14 центов. Нами не снилось. Объединенные Арабские Эмираты – одна из богатейших стран мира. Посмотрим, как живут ее граждане. Минимальная пенсия $2780 в месяц или 80% от дохода с последнего места работы. Помощь на создание семьи. Участок с небольшим домом для молодоженов плюс $20 тысяч на первое время. Выплата за рождение ребенка $150 тысяч. Услуги ЖКХ практически ничего не стоят гражданам. До 90% расходов государство берет на себя. Как и в Ливии и на Аляске, граждане Объединенных Арабских Эмиратов получают стабильные выплаты от продажи природных ресурсов. Медицина и образование бесплатные, даже если проходят за пределами страны. Иностранец не может открыть бизнес на территории Объединенных Арабских Эмиратов, если не возьмет в партнеры местного, который будет контролировать 51% акций компании. Всесторонняя поддержка граждан страны по всем фронтам. Кстати, женщины в Объединенных Арабских Эмиратах имеют равные с мужчинами права на труд и зарплату. Саудовская Аравия. Первая в мире по объемам нефтедобычи Саудовская Аравия не скупится в отношении выплат для своих подданных. Пособие на ребенка от 10 до $70 тысяч. Выплата на открытие бизнеса $80 тысяч. Молодожены на создание семьи получают помощь в размере $64 тысяч. Это не все. Медицина и даже ряд лекарств бесплатные. Высокие пенсии и бесплатные услуги ЖКХ. Дешевый бензин и помощь в покупке автомобиля. Государство возвращает до 50% от стоимости. Еще один крупный экспортер нефти на мировом рынке. Государство Кувейт. Как оно поддерживает своих граждан? В первую очередь на этапе обучения. Каждому студенту полагается стипендия в $2000, даже если он учится за границей. Минимальный размер пенсии достигает $3000. Подростки и домохозяйки получают от государства помощь ежемесячно $170 и $300. На каждого ребенка открывается накопительный счет в банке. Сюда прибавляются беспроцентный займ при покупке жилья, бесплатное образование и медицина. Бонус. Когда цена нефти растет, граждане получают частичное списание имеющихся долгов. Как видно, объединяет перечисленные страны понимание, что доходы от природных ресурсов не вечны, и зависимость от нефтяной иглы несет ослабление экономики. Поэтому государство стимулирует развитие экономики другими способами, в том числе поощряя средний и малый бизнес. Ну а главный ресурс в развитии экономики – это люди. И если заниматься их здоровьем и образованием, рост экономических показателей не заставит себя ждать. А как считаете вы, мы должны получать доходы от продажи природных ресурсов? Пишите в комментариях.